Всем привет, с вами Ёжик. В данном видеоролике я расскажу про Create Aeronautics. Это аддон к моду Create, который добавляет возможность использовать физику мода Stable на Create. Приступим. Как добавить физику блоку? Для этого есть физический сборщик, он создается вот так вот. Вы его ставите на блок, который хотите, чтобы получил физику, и тянете за рычаг. Данный блок обладает физикой. То есть вы его можете в выживании, кликая LKM, толкать, а шифтом вы толкаете сильнее. Но, допустим, вы хотите добавить физику сразу нескольким блокам. Если вы потянете рычаг, то физика добавится только тому блоку, на котором он стоит. При этом, смотрите, рамка с клеем осталась на блоке. Вот так крафтится так вот крафтится клей путем наполнения железного листа медом. Этот клей позволяет склеивать несколько блоков, чтобы добавлять физику сразу нескольким блокам. Но как объединить данную конструкцию? Причем творческого посоха физики я слегка их растяну. Это творческий предмет, но ничего. И давайте вот объединить не можем. Надо немножко повернуть блок и поставить их близко. Вот. На небольшом расстоянии сгусток слизи. И вот так вот они склеиваются. Теперь это один блок. Но также у каждого блока есть свой вес. Например, шерсть легче железа. Его можно посмотреть, наведясь на блок. При этом, если ничего не написано под блоком, значит он весит, скорее всего, 1 килограмм. Железо весит тяжелее шерсти, поэтому оно пойдет раньше. Шерсть решила застрять и не упасть, поэтому давайте проведем точно такой же эксперимент. Но уже без данного стенда. Я сначала отпущу шерсть, а затем железо. И как вы видите, все равно железо упало раньше. Также давайте вот возьму данный блок и покажу одну фишку. Вот дерево, оно будет скользить с обычного блока. Скользит слабо. Если скользить со льда, то она скользит сильнее. Ну, например, с блока меда она замедляется. А на блоке слизи она должна слегка подпрыгивать. Ну, следующий блок — это у нас физический подшипник. Создается он вот так. У него есть два входа для получения энергии вращения. Это сбоку шестеренкой и снизу валом. Если подать снизу валом, то сверху будет вращаться вал и будет выходить энергия вращения. А если сбоку, он начнет кружиться. Фишка мода, добавляющая физику Stable, то что на штуковинах работает Redstone. Давайте вернемся обратно к данному физическому подшипнику. Вот мы питаем его снизу и сбоку, и пила крутится и работает. Ну, у этого блока есть несколько режимов. Так, сейчас нужно отпитать это все. Всегда заблокировано. Не запитано редстоуном заблокировано. Запитано редстоуном заблокировано и всегда разблокировано. Сейчас я расскажу про это. Вот ПКМом я его активирую, и он просто крутится. Он выглядит не сильно реалистично. Поэтому давайте я его сейчас запитаю. Вот, наоборот, распитаю. Так, и теперь, если я начну вращать, то он будет вращаться как маятник. При этом немножко замедляясь. И потом он вообще остановится. Вот как вы видите, он потихонечку замедляется. Вот теперь он потихоньку замедляется, извините. И потихонечку останавливается, создавая хаотичные вот такие движения маятника. Следующий предмет — это торсионная пружина. Она нужна для указания угла поворота. Это вот обычный вращатель из Create. Давайте укажу на 90 градусов, и он повернет его на 90 градусов. 360 это максимальный. Минимально можно на 1 градус. Следующий блок — это шнековый вал и шнековая шестерня. Это такой вал и шестерня, который пропускает сквозь себя предметы и энергию вращения. Давайте вот положу сейчас шнековый вал внутрь данного шнекового вала. Положить предмет можно
через любой способ, но, например, через шлюз, который, ну, шлюз не должен стоять на крае или на шестерне. Чем быстрее скорость вращения, тем быстрее передается предмет. Сейчас передается очень мало предметов в секунду. Тут, вот, например, перекинул, и можно будет увидеть, что сейчас на скорости 48 он будет передавать примерно пол предмета в секунду. И когда на вас одеты очки, вы видите, в каком блоке данный предмет. А следующий предмет — это магнит. Из курса физики вы должны знать, что у магнита есть два полюса, северный и южный. Вот так создается магнит. И одноименные полюса магнитов притягиваются, а разноименные полюса магнитов, наоборот, отталкиваются. Вот два одинаковых полюса. И, как вы видите, они отталкиваются друг от друга. Если что, данный магнит обладает физикой, а данный нет. Давайте перейдем к следующему. Это к парусам симметричным и к обычным парусам из мода Create. Давайте вот возьмем еще такой парус ветряной мельницы. Вот в чем свойство данного паруса. Симметричный парус не создает подъемной тяги. Он только нужен для управления летательным аппаратом. То есть, если я сейчас его запущу, то, как вы видите, он не будет планировать, лишь полетит вниз. Ну, а здесь же обычные паруса из Create. И теперь данный самолет, если я сделал так же, будет слегка планировать. Но это не сильно видно, поэтому давайте я слегка его поверну вниз. Как вы видите, он не хочет планировать. Вот, он начал планировать. То есть он будет опускаться, затем подниматься. Давайте сейчас я его притяну сюда. Табом симметричным по... Ну, не симметричным, а посохом физики можно вращать. Постройки. Ну, давайте... Именная табличка. На нее вы можете указать название вашего объекта. И покрасить ее красителем. Создается она вот так вот. Парус симметричный создается так вот. А это самая интересная, наверное, штука в данном моде. Схема штуковины создается довольно просто. И в ней можно увидеть полную информацию про ваш объект. Здесь указывается имя, которое вы указали на данной табличке, которую я показал до этого. Так вы можете вращать, менять перспективу просмотра, приближать определенные моменты, узнать общую массу, центр тяжести отобразить, объединять или разделять векторы. И в настройках схемы вы можете настроить, что у вас будет отображаться. Я, например, включил отображение гравитации. Это довольно полезная схема, и которая показывает информацию про ваш физический объект. Ну, давайте следующую перейду. Это такой вот ручки или железной скобы. Если вы будете LCM зажимать, вы сможете с нее перемещаться вот так, вращая мышку, а шифтом переносить сами блоки. Вот это лебедка. Она перетягивает веревкой через крепление для веревок. Они создаются вот так вот. Сама веревка, сейчас я покажу, как создается. Вот так вот. И давайте сейчас я притяну данную физическую структуру в виде земли и обратно пущу. Но когда вы будете использовать данные веревки и лебедки, будьте аккуратны, потому что они очень багнуты, прям очень багнуты. Также моток веревки можно так вот привязать и срезать его ножницами. Следующий предмет — это вот такая вот пружинка. Она обладает жесткостью. У нее есть 3 вида толщины или жесткости. Она меняется гаечным ключом. Вот самая жесткая, минимально жесткая и средняя жесткость, которую я уже показывал, но еще раз покажу. А пружинкой вы можете увеличивать длину, а шифтом уменьшать длину. Следующий предмет тоже довольно интересный. Это портативный двигатель. Он создается так. Для этого нужен узел двигателя.
Он создается путем распиливания железного листа и прессования его 8 раз подряд. Сейчас я покажу быстренько, как это делается. И с неким шансом у вас может создаться еще дополнительный мусор. Это может быть относительно любой предмет. Ну, и последний раз. Нет, вот последний раз. И не получилось. Вот это как раз вот этот вот мусор, как раз как он называется. То есть не повезло. Ой, не тот предмет. Не создалось, не повезло. Там шанс маленький очень, но мне сейчас не повезло. Давайте еще раз. И вот сейчас, вот через один получается, вот последний. Вот создался узел двигателя. В чем смысл данного двигателя? Если вы его запитаете любым горючим предметом, он начнет вырабатывать энергию вращения. Я сейчас его запитаю тортиком. Как вы видите, он вырабатывает 2048 энергии вращения. Если еще раз я его нажму тортиком, он перегреется и он будет вырабатывать 4096 энергии вращения. Давайте я его распитаю. Следующий предмет это штурвал. Штурвал создается вот так. У него снизу есть выход на вал. И просто когда вы вращаете, он вращает вал. При этом если шифтом, то он вращает по 45 градусов. Следующий предмет это вот такой лазерный излучатель. Он излучает лазер. И чем сильнее энергия редстоуна на него подана, тем сильнее луч. Игрок заслоняет луч, также блоки заслоняют луч. Вы можете перекрасить данный луч любым красителем, а звездой Незера включить такой радужный режим переливания. Также есть вот такой вот лазерный датчик. На него вы можете задать фильтр сверху. Это фильтр цвет. И он будет вырабатывать редстоун сигнал когда на него подан данный лазерный луч. При этом, чем меньше энергии редстоун подано на него, столько же энергии будет подано на него. Сейчас я покажу на примере данного рычага. Как вы видите, вот значение вырабатываемого редстоун сигнала равна значению вырабатываемого редстоун сигнала. Ну а это тяговый рычаг, аналог аналогового рычага. По сути, вырабатывает то же самое, только с интерфейсом, и он более прикольной моделькой обладает. Максимально 15 блоков. Ну а это частотная пишущая машинка. Наверное, тоже один из самых лучших предметов данного мода. Он позволяет назначить на любую клавишу клавиатуры, кроме нонпада, любую частоту. Вот здесь у меня обычный редстоуновый передатчик сигнала, в котором частота опять передатчики сигнала. Сейчас я зайду, нажимаю кнопку W, загорается сигнал. Как настроить? Шифтом заходим, и вы видим здесь такой интерфейс. Если клавиша горит желтым, значит на нее уже назначена частота. Здесь частота как раз вот передатчики. Сюда я задам заново ее. Галочка. И вот так он задается. Следующий предмет — направленный частотный приемник. Создается так вот. И когда редстоуновый передатчик сигнала смотрит прям ровно на него, вырабатывается 15 редстоун сигнала. Если он слегка под наклоном, то будет вырабатываться меньше. При этом, если вот мы сейчас сзади поставим вот так вот, он вообще не будет его улавливать. Следующий предмет чем-то похож на него. Это модулирующий частотный приемник. У него есть интерфейс, с которым мы выбираем радиус его работы, минимальный и максимальный. Минимальный у меня стоит 2 блока. То есть в 2 блоках от него он вырабатывает 15. Здесь у меня 3 блока. Вот в 3 блоках уже 10 сигналов. В 4 блоках 5 сигналов. У меня радиус максимально стоит 5 блоков, поэтому на 5 блоке он выработает 0 сигнала. 6 блок, если я поставлю, он уже не увидит даже данный сигнал.
редстоуновый аккумулятор. Создается вот так. И он как бы накапливает сигнал. Если на него подать редстоун сигнал с этой стороны, тут такая стрелка. А если он его держит, но если сбоку подать с любых сторон редстоун сигнал, он начнет его убавлять. При этом сверху можно настроить задержку выхода. А это редстоун индуктор. Он накапливает сигнал и плавно его отпускает. Очень полезная штука для создания, например, какого-нибудь стартера для двигателя. Это аналоговая передача. Тоже прикольная штука. Вот сейчас скорость вращения 16. Из него просто уходит скорость вращения. Но если сбоку поставить шестеренку и начать подавать редстоун сигнал, то, как вы можете заметить, шестеренка потихоньку замедляется. И на максимальном редстоун сигнале 15 она останавливается. Тоже довольно прикольная штука. Следующий предмет — это направленная коробка передач. Как вы видите, сейчас она не вращается. Ну, стоит подать редстоун сигнал здесь, она начинает вращаться. Если подам редстоун сигнал здесь, то она начнет вращаться в другую сторону. Следующий предмет — это датчик скорости. Он показывает скорость и вырабатывает редстоун сигнал при достижении определенной скорости. Вот. Данный блок — датчик высоты. В нем можно указать диапазон высоты, при котором, когда датчик будет находиться в данном диапазоне высот, будет вырабатываться редстоун сигнал. Ну, а это гироскопический датчик. Он создается из механизма гироскопа. Для его создания нужно также выполнить несколько циклов крафта путем добавления малой шестерни, вала и латунного самородка. Нужно 5 раз. И вот сейчас давайте я немножечко ускорю. Так, слишком ускорил. Так. И сейчас вот по-быстрому, давайте вот так сделаю, быстренько прям. И также с малым шансом крафт не может не создаться. Это шанс вроде 20%. И вот он создался. Следующий предмет — это уже навигационный стол. Это довольно полезная штука. Она показывает на определенные точки. Это может быть, например, указание компаса. Ну, вот сейчас намагнитим компас и поставим. Ну, как вы видите, он направляется вот эту стрелочку в данный блок. Давайте поставлю сейчас вот этот компас. Вот, и в направлении стрелки вырабатывается редстоун сигнал. И стрелка может быть вот так диагонально. Кроме стрелки, компасом может показываться еще карта, например, с баннером. Как вы видите, кликнув карты по баннеру, появляется на карте баннер. Если я кликну сейчас, он будет показывать в сторону баннера. Также туда можно поставить возвратный компас или обычный компас, который будет показывать на спавн. Это стыковочный порт. Он создается довольно сложно, может показаться. Ну, вот так. Он используется для стыковки. Вот здесь я построил небольшой самолет. У него здесь вот такой вот пропеллер. Если я нажму эту кнопку, то рычаг, то самолет расстыкуется и полетит. Ну, из малой тяги он не сильно далеко улетит. Давайте запятаю. И вот покажу анимацию присоединения. Вот. Ну, а теперь давайте плавно перейдем как раз к теме пропеллеров. Есть андезитовый пропеллер и есть деревянный пропеллер. Ничем они не отличаются в плане выработки. Как вы видите, тяга здесь такая и здесь тяга такая одинаковая. Но есть умный пропеллер. Он использует гироскоп. И, честно, он не работает у меня. Я не знаю почему. Он должен лететь ровно вверх. Вот сейчас я покажу. Он летит вверх и падает. Я не знаю почему так. Если есть знатоки данного мода, напишите в комментариях, вот почему так выходит. Следующий предмет — это пропеллерный подшипник. Дается так. И давайте я его отключу. Вы создаете сами свой пропеллер.
При этом, чем больше парус ветряной мельницы используется, тем больше тяга. Так вот, кликнем, и как вы видите, тяга довольно высока. 521,71. И такой же есть гироскопический. Создается он вот так. Давайте я его разморожу. Как вы видите, он тоже очень странно себя ведет. Не выравнивается. Также вы можете на ваш самолет поставить такую стационарную картофельную пушку. Она создается вот так вот. И что она делает? Это заряжается энергия вращения сбоку, запитывается любым предметом, который залазит в картофельную пушку, например, картофелем, и стреляет по нажатию рычага. При этом урон картошки 10. А, например, урон какого-нибудь арбуза. Где арбуз? Он в природе. То у арбуза он 16. Также, если вы посмотрите на арбуз или, например, на листву, то увидите хрупкий. Это означает то, что от лопастей данный блок будет ломаться. Вот сейчас я поставлю данный блок сюда. И он не от лопасти, а в целом любой вообще штуки, которая, если на него упадет, обладающей физикой. На следующий это левитит. Он крафтится из воды, 4 эндерниковых порошков и 2 кусочка цинка. Его нужно нагреть и создаться жидкость левитита. Левитационная смесь. Она выглядит вот так вот. Вы ее собираете ведром, и чтобы она стала блоком левитита, вы должны ее нагреть. Ее нагреть можно чем угодно. От факела или блока магмы до огнива. При этом, если вы будете запитывать огнивом, то тут есть определенная механика. Вот как вы видите, я сделал такой бассейн из глины. Обычная глина сама. Я в нее залил данную жидкость. Заранее продумывайте форму данного левитита, потому что вы его не сможете сломать и добыть. Он не выпадает даже шелковым касанием. И кликаем огнивом, и он потихоньку высыхает, становится блоком левитита. При этом глина ломается. И вот он сломался. Полностью глина. Это глиняная формочка такая. Он не имеет способности создавать тягу, он только слегка левитирует. Ну и он довольно слабый для этого. Следующий предмет это горелка аэростата и оболочка аэростата. Оболочка создается так, а горелка так. Сейчас я расскажу то, как создать воздушные шары или аэростаты. Вот здесь я на примере поставил такой вот аэростат. Сейчас я его полностью отключу, чтобы он приземлился, и покажу, как он работает. Как вы видите, он плавно опускается и будет плавно улетать. Это все из-за веревки. Вот подлетел. Вот. У вот этого горелки аэростата есть как бы выбор режима. Но на самом деле это максимальная мощность нагревания горячего воздуха. Ведь за счет горячего воздуха летает сам аэростат. Внутри, в зависимости от площади данного аэростата, будет вырабатываться подъемная сила. То есть, чем больше плоскость и объем данного аэростата, тем больше мощности он будет вырабатывать. И можно из горелки сразу выбирать мощность аэростата, выходящего горячего воздуха. Вот на примере, смотрите, минимально 5 метров кубических я запитаю, и он не будет взлетать. Но если я запитаю сразу 500 метров кубических, он даже так начнет уже летать. Нет, так слабо. А вот на семерке он начнет выравниваться, а на пятерке уже не начнет. Ну, максимально также его можно запитать 500 метров кубических, и вот так он начнет сейчас летать. Я его сейчас отцеплю, и вот он улетел. Давайте сломаю вот эту горелку и покажу на примере большого аэростата. Вот есть большой аэростат.
Чтобы его запитать маленькими горелками, вам нужно их штук 30, если не больше. Слишком большой объем. Поэтому можно использовать такое вот паровое сопло. Крафтится довольно просто и применяется тоже довольно просто. Вы ставите просто паровой двигатель и запитываете сверху, ставите паровое сопло наверх и запитываете его редстоуном. И у вас вырабатывается очень много горячего воздуха, который поднимает данный блок. Из-за шейдеров это слегка выглядит криво, давайте я их сейчас отключу. Вот, без шейдеров это выглядит вот так вот плавно. При этом, если вы случайно порвете ваш аэростат, то весь воздух начнет выходить, и вы упадете. Также управление аэростатом не предусмотрено. Чтобы он летал по сторонам, вам нужно ставить различные пропеллеры. Также, как вы могли понять, красителями можно окрашивать данные баллоны. Ну, с воздушной тематикой окончено, осталось только дорожная. Первоначально я покажу вам вот такой вот предмет под названием буровой подшипник и бурильное колесо. Оно создается вот так вот. И когда оно запитано, давайте я возьму и продемонстрирую. Он крутится и ломает блоки. Чем больше скорость, тем быстрее он ломает блоки. Вот давайте сейчас скорость так максимально. Вам обязательно нужна бочка, ну, штуковина, иначе он не будет работать, даже не соберется. Ну и осталось самое интересное, это колеса. Для любого колеса нужно вот такое крепление колесное, оно создается так. И колеса. Всего есть пока что 5 видов колес. Ну и также можно использовать в принципе конвейера в качестве гусениц. Об этом я не покажу, но так можно. Маленькая шина создается так, шина так, большая шина так и гигантская шина так. По сути, они отличаются собой только проходимостью. И давайте покажу, как поворачивать. Вот здесь запитано колесо, и по направлению редстоун сигнала поворачивается колесо. А здесь можно настроить жесткость колеса, жесткость подвески. Ну, например, вот если была бы физическая машина, то можно было бы настроить какую-нибудь жесткость. Давайте сейчас я попробую построить какой-нибудь автомобиль. Ну и вот я собрал простенький автомобиль. Я не настраивал ему вращение колес. Это он просто едет прямо. И давайте проверим подвеску. Вот сейчас подвеска стоит на 10. Сильно подлетел. Да, если что, за счет данного посоха можно летать. Ну, такая подвесочка, довольно живенькая. Кстати, поставлю немножко подвеску прям, чтобы она была максимально жесткой, максимально дубовой. Так. И не вышел, потому что я неправильно все сделал. Как обычно, все забыл. Но машина уехала. Так, ладно, извините за такой ляп, но с кем не бывает, правильно? Вот, подвеска сейчас никакая. Чем ближе к нулю, тем хуже, тем больше к 180, тем подвеска лучше. При этом машину прям можно вдавливать в землю вот таким посохом, и она будет довольно странно подпрыгивать. Ну, на этом можно, в принципе, закончить данный видеоролик. Если вам понравился данный видеоролик, или вы хотя бы узнали что-то новое, прошу вас, поставьте лайк. Если хотите, подпишитесь на канал. С вами был Ежик. Всем хорошего времени суток.